Случилось это в XVII веке в Тульской губернии. Жили тогда в Тульской губернии в те времена два ярких человека, две сильные личности. Одного звали дед Савелий, который прославился как колдун, владеющий силой человек, знающий язык трав и животных. Жил он на краю села, прямо возле леса. И не раз его видели рядом с волками, которые не подходили к нему близко. Он подкармливал медвежонка, после отпустил в лес. В лесу было старинное капище, разрушенное еще с языческих времен. Вот несколько раз заставали его там, делающий ночью какой-то обряд. Мальчишки тайком перебирались ближе к его дому, прятались за камнями, наблюдали за его дьявольскими, как говорили, обрядами, где он вокруг огня крутился, кидал пшено в огонь, что-то бормотал и смотрел хищными глазами вдаль. Его уважали, побаивались, к нему приходили за помощью. Он исцелял, он помогал людям в самые трудные моменты их жизни. Люди ему были благодарны, хотя открыто не выражали свою симпатию к колдуну. И в том же селе жил другой человек. Ярый, сильный человек. За его неугомонный нрав, за его бунтарский дух его, можно сказать, сослали на окраину Тульской губернии, где он служил священником. Невыгоден он был со своим нравом и со своим неугомонным характером патриархату. Таких священников обычно отправляют в селение. Подальше от центра. С глаз вон и сердца вон, или с глаз долой и сердца вон. И вот они жили в этом селе. И, казалось бы, не мешали друг другу жить и существовать до определенного момента. Пока священнику не донесли, что в лесу есть древнее капище, разрушенное капище Перуна, куда ходит дед Савелий и делает какие-то дьявольские ритуалы, проводит. Священнику это не понравилось. Он пришел поговорить с колдуном лично. «Выходи», — сказал он, — «старик, выходи сюда. Не буду я заходить к тебе в дом, в твой дьявольский дом, в логово сатаны», — сверкнул глазами священник. Савелий усмехнулся. «Не такой-то я и старик», — сказал он. «Мы с тобой, пожалуй, одногодки. Ну, как бы там ни было, тебя называют дед Савелий, вот я и называю дед Савелий. Выходи-ка сюда, разговор есть». Дед Савелий спокойно вышел за калитку и уставился на священника. «Это по какому такому праву, — сказал священник, — ты устраиваешь здесь всякие шабаши,
всякие дьявольские песнопения поешь в лесу, что-то бормочешь. Пока я здесь, точнее, покуда я здесь, сказал он, я не допущу такого безобразия. Эта дьявольщина будет искорена. А кто тебе сказал, что я служу дьяволу? Спросил старик. С чего ты так решил? Всякое, что не относится к христианству и к христианской пастве, сказал священник, всякое от лукавого. От лукавого ты, возразил старик, ибо служишь ты и народному Богу, а я служу нашим родным богам, нашим отцам и дедам, пращурам нашим, сказал Савелий. Священник не ожидал такого грамотного отпора, такой смелости. Привыкший к раболепству прихожан, он не хотел отступать. «Как бы там ни было, — сказал он, — запрещаю тебе проводить какие-либо дьяволические обряды в этом селении. Иди, живи в лесу с дикими зверями и делай, что хочешь». «Так я и так в лесу живу, — сказал Савелий. Я давно уже ушел к диким зверям. Глядя на таких, как ты, понимаешь, почему люди уходят к диким зверям». Они еще долго разговаривали, махали руками, размахивали, кричали друг на друга. Дело доходило уже до оскорблений, когда Савелий его остановил. «Батюшка, — сказал он, — ты делай свое дело, а я делаю то дело, что от предков моих мне пришло. И ты мне не указ». «Хорошо, — сказал священник, — увидим, чей Бог сильнее». «Неужто решил поколдовать надо мной?» — посмеялся он. «Да нет же, мил человек, мне нравятся смелые люди. Я-то душой добрый. Зачем мне колдовать над тобою? Но придет время, — сказал он, — батюшка, ты придешь ко мне за помощью». «Я? — усмехнулся отец Иоахим. — Господи упаси, чтобы я да колдуну пришел за помощью. Грош цена тогда мне, священнику. Чего ж я не пойду к своему Богу, а приду к тебе и к твоим дьяволам? А я тебе говорю, что придешь ты ко мне за помощью. Помяни мое слово, — сказал Савелий. На том и разошлись. Прошло некоторое время. У священника умерла мать. Перед смертью она попросила сына исповедать ее. И то, что услышал священник от своей матери, привело его в выступление. Но он решил, что Господь милостив, всех прощает. То же самое сказал матери, мол, Господь милостив, милосерден, все прощает, и не нужно о том думать. Но мать предупредила, что ей был знак. И то, что ей было сказано, обязательно сбудется. Сказала это на последнем издыхании и отдала душу небесам. Мать священника отпели, похоронили, и через некоторое время дочь священника стала сходить с ума. Голышом выходила на улицу, люди ее ловили, приводили к нему. Из уважения к отцу Иоахиму ничего не говорили, скрывали от него. Он это не знал. Попадья старалась возить дочь по врачам, по всяким знахарям тайком от мужа. Даже заказала какое-то снадобье. Все врачи и сельские знахари размахивали руками, не понимая, чем помочь этой девочке. И один из них сказал, мол, видно, это какое-то проклятие идет от рода твоего мужниного. Надо бы вам найти сильного колдуна. Попадья знала, о ком речь, предполагала, понимала, кто есть тот самый сильный колдун, который сможет помочь ее горю. Но очень боялась мужа
зная, какие отношения у нее с дедом Савелием, и не решилась на этот шаг. Закрывала дочь дома. Отец приходил домой, видел ее в нормальном, хорошем состоянии. Но как только он выходил за порог, дочь начинала сходить с ума. Вырывалась наружу. Бедная мать звала на помощь, соседки прибегали, связывали ее по рукам и ногам. Она рвала веревки, выскакивала на улицу. И так несколько месяцев мучений. Однажды во время службы ворвалась в церковь дочь священника, абсолютно голая, и нагишом прибежала к алтарю. Отцу Иоахиму стало плохо. Он упал прямо там, где проводил службу. Народ собрался, опять ее укутали в какие-то одеяла, опять увезли домой на телеге, опять связали, опять закрыли в доме, но священник уже знал про беду, которая случилась с его дочерью. И тогда он вспомнил исповедь своей умирающей матушки, которая перед смертью сказала, что она и отец Иоахима брат и сестра, что они тайком венчались от родителей и жили вместе. И когда родители об этом узнали, они их прокляли. И сказали, что если уж не дети твои, то внуки обязательно за это расплатятся. Вот почему я хотела, чтобы ты шел учиться в духовной семинарии, сказала мать ему перед смертью. Я хотела, чтобы ты замолил наш грех, чтобы тебя это не коснулось. Но я боюсь, сын мой, что все равно где-нибудь это вылезет, и мы за это расплатимся. Чтобы утешить мать, священник сказал, что Господь все прощает, Он добрый, и об этом думать не нужно. Он хотел, чтобы мать умерла с легкой душой. И потому старался ее утешить. Но после его жизнь была отравлена тем, что он услышал. И вот когда он увидел свою дочь в таком состоянии, когда он узнал о ее болезни, которую скрывали от него, он все понял. Вот и расплата. Попадья рассказала, что она тайком возила ее по всяким врачам, по всяким знахарям, и никто не может помочь. Все в один голос утверждают, надо найти сильного колдуна. Это какое-то проклятие. Но я даже не знаю, куда вести, сказала она, посмотрев на мужа. Я сам ее вылечу, твердым голосом произнес Иоахим, как отрезал. И начал читать над дочерью псалмы, молитвы. Но чем больше он читал, тем больше она сходила с ума. Пригласил он своего друга, священника. Они вместе начали очищать и проводить всякие церковные, религиозные ритуалы над дочерью. Но ничего не помогало. Он сам уже выглядел как больной, сутулился, стеснялся выйти к людям. Ему казалось, что шушукается за его спиной, что все начали сомневаться в вере, мол, какой же это христианский Бог такой великий и могущественный, если не помог священнику. И однажды под вечер он постучался в двери колдуну. Тот открыл дверь и пригласил его без слов, без упреков, без насмешек. Усадил и налил ему водки. «Ну что ты, Божий человек, — сказал священник, — выпей, выпей. Иногда нужно». На удивление священник залпом выпил рюмку и произнес: «Ты был прав. Вот я и пришел к тебе за помощью.
Я служу христианским силам, ты служишь другим силам. Но и те силы, и эти силы существуют, сказал священник. Я в этом убедился. Я не могу с ними договариваться. Они слушаются тебя, почитают тебя. Только ты можешь попросить их сделать то, что нужно сделать для моей дочери. Я помогу ей, сказал колдун. Я ее спасу. После этого дочь священника привезли в дом колдуна, и он закрыл двери, попросил уйти родителей и всех, кто там был, и сказал, чтобы они приехали за ней только через 3 дня. Какие он проводил обряды, что он начитывал, никто не знает. Но те, кто следил за этим всем, стоя возле его дома, видели, как он ходил над ней, размахивая руками, заносил нож, словно отрезал в пространстве что-то, кричал громко, она выла, потом начала хохотать, издавала дикие звуки. И он снова усаживал ее, снова начитывал, снова ходил, снова звенел цепями, бил эти цепи об землю, лил воду ей на голову. И вот так 3 дня и ночи кряду. Через 3 дня дочь священника забрали обратно. «Выдай ее замуж, — сказал Савелий, — она родит детей и будет жить счастливо. Род твой от скверны очищен». «Чем мне тебя благодарить?» — спросил священник. «Не нужно меня благодарить. Благодари те силы, которые ты попрал. И больше не смей никогда затрагивать их». «Я понял, — сказал священник. Ты служишь более древним силам, и их наличие, их существование я отныне признаю. Теперь я понял, для чего существуют колдуны. Это те люди, которые могут договориться с теми силами, с которыми даже я, священник, договариваться не в силах. И потому вы нужны в народе. Живи, твори свое дело, ты никому зла не причиняешь, сказал он. Отныне к тебе никаких вопросов не будет. И люди после этого не раз видели священника и колдуна, гуляющего по лесу. Они вели философские беседы, спорили, доказывали, объясняли друг другу что-то. И с огромным уважением относились друг к другу до конца своей жизни. Первым ушел дед Савелий. Но он запретил себя отпевать, он был язычник. Однако священник пришел на его похороны и сказал свое слово о том, что хоть они и были из разных сторон одного целого вселенного, но все же и Савелий, и он служили во благо человечеству. И что такие люди, как Савелий, тоже нужны этому миру. Потому как, а кто еще будет подвергать себя опасности ради людей и во имя их спасения, договариваясь с теми силами, с которыми страшно общаться и страшно что-либо общее иметь. Через несколько лет ушел и отец Иоахим. И вот в Тульской губернии долго еще ходили слухи о том, что не раз видели идущих по лесу человека в рясе священника и седовласого старца, деда Савелия. Мол, они идут, спокойно беседуют, разговаривают. И не раз они в лесу встречали их
И те, кто заблудился в лесу, то обязательно звал их на помощь. И те являлись и указывали им правильную дорогу. А некоторые утверждали, что они спасали от медведя, от волка, заслоняя собой. Мол, появлялись, прикрикнули на зверя, и он отвернулся и убежал. Вот такая интересная история, которая основана на рассказах жителей Тульской губернии, живших там, на окраине губернии в XVII веке. Люди, уважающие профессии друг друга, мнение друг друга, могут стать друзьями, даже если каждый из них служит той силе, которая ему по духу близка. Всем удачи!